should hear it. Oh, I'm happy to make time for you. Run BTS, эпизод 143. Run BTS. Твоя вокальная техника, это было совершенно уникально. Я думал, что ты поешь Короля Льва. Ты знаешь это? Разве это не из Тарзана? Сегодняшний Run BTS это Run BTS Books. Книги? Да, Run BTS книги. Вы напишите детские сказки. Мы сделаем книгу в этой серии. Верно. А также нарисуете детскую сказку. Вы помните детские сказки? Я помню. Золотой топор, серебряный топор, черепаха и заяц, фея и дровосек, Конг-Джи и Паджи. Расскажите нам об истории Конг-Джи и Паджи. А давным-давно здесь жили Коджи и Паджи. У Паджи был плохой характер. Итак, у Конджи не было к ней хороших чувств. Однажды появился спаситель, кто-то богатый. В общем, появляется красивый мужчина и помогает Конджи. И они жили долго и счастливо. Это правильно? Конджи и Паджи — это история о жабе. Я не могу вспомнить детские сказки, если они неизвестны. Разве это не Конг-Джи? Это известная детская сказка. Не помню. А вы знаете «Солнце и луна»? Я знаю. Это оборванная веревка. Верно, верно. Я знаю эту историю. Сгнившая веревка. Верно, верно. Тигр толкает руку и говорит: «Я твоя мама». О, это из «Солнца и луны»? Да. Тигр держится за сгнившую веревку. Верно, я знаю. А дети убежали. Да, это оно. Итак, мы дадим вам викторины по детским сказкам. Я король детских сказок, а он хорошо знает про покемонов и детские сказки. Он любил их в детстве. Мне нравились эти вещи только в старшей школе. Если вы дадите нам правильный ответ, мы дадим вам хот-дог или печенье. Закуски будут предоставляться, когда вы будете набирать очки. Хорошо, хорошо, мы поняли. Теперь давайте сосредоточимся на викторине. А вот и викторина. Все. В сказке «Солнце и луна» есть мальчик и девочка. Кто из них солнце, а кто луна? Я знаю, я знаю. Чимин, Чимин. Арем. Ви поднял руку первым. Луна мальчик, а солнце девочка. Правильно. Вот девушка сказала, что испугалась. Тогда ты должен быть солнцем, а я буду луной. Чимин прекрасно знает эту историю. В этом заключалась история, верно? О, это было так подробно. Это история, которая тронула мое сердце. Я помню ее. IQ участников очень высокий. Переходим ко второму вопросу. В сказке «Солнце и луна» что сделал голодный тигр? Сказал, что мать на улице? Джин. Я не буду есть тебя, если ты дашь мне рисовый пирог. Я не буду тебя есть. Он сказал это на диалекте. Ви, я не буду есть тебя, если ты дашь мне рисовый пирог. Какая часть была диалектом? Ви тоже использовал диалект. Чимин, я не буду есть тебя, если ты дашь мне рисовый пирог. Джин, я не буду есть тебя, если ты дашь мне рисовый пирог. Ну вот как я помню. Это был правильный ответ. Окей. Вы все знаете человека с огромной шишкой на лице. Я знаю, знаю. Поющая шишка. Поющая шишка. Верно? Он обменял свою шишку с гоблином. Как старик объяснил свою шишку? Как он объяснил ее гоблинам? Джин, поющая шишка. Что сказал старик? А Рэм только что это сказал. Джин хорош в этой викторине. Да, самый конкурентоспособный игрок Джин. Он неплохой, он неплох. Это мой класс. В какой истории есть волк? Джин, сумерки, Чимин. Арем, Чимин первый. Я сказал это первым. Три поросенка и Питер Пен. Нет. Хорошо. Янгачи. Янгачи? Правильное произношение. Робин Гуд? Арем. Теплые тела? Как мы это говорим? Не Янгачи? Арем. Ви. Чингук. Ви. Арем. Пожалуйста, дайте Чунгуку шанс. Три поросенка и солнце и луна. Мальчик, который кричал «волки». В этой истории появляется тигр. Чимин. Тигр, три поросенка, мальчик, который плакал. И сумерки. Джей-Хоуп. Рэм. Джей-Хоуп. Три поросенка. Солнце и луна. Нет, это не солнце и луна, там тигр. Почему вы упомянули солнце и луна? Мальчик, который кричал «волки». Три поросенка, сумерки. Патраше из мультика «Фландрия». Почему в этой анимации изображен волк? Это собака. Разве? Джин. Три поросенка, а также танцы с волками. Верно. Мальчик-оборотень. Пожалуйста, соблюдайте тишину. Дети волка. Сумерки. Волк.
Люди Икс, Росомаха. Старший брат подыгрывает шуткам младших. 3 поросенка. Тихо, тихо. Мальчик, который кричал волки. Я, Ви. В этой истории нет волка. 3 поросенка. Мальчик, который кричал волки. Аист и лисица. Лисица и аист. В рассказе есть лиса. Лиса такая же, как волк. Лисица — член семейства собачек. Они похожи. Да, они связаны. Но это же лисы, а не волк. Красавица и чудовище. У зверя есть характеры разных животных. Но в целом он похож на льва. Нет, это не лев. Он зверь. Я не знала этого. Джин. Кролик и свинья. Кролик и свинья. Загадочное название. Свиньи. 3 поросенка. Да. Кролик и свинья. Мальчик, который кричал волки. Золушка. Золушка? Волк разве там есть? Волк в Золушке? Нет, я так не думаю. Белоснежка и 7 гномов. Кажется, я читал, что мимо проходил волк. А, Чунгук. Что это? Не мальчик-оборотень. Мальчик, который кричал волки. И 3 поросенка. Да. Красная шапочка. Красная шапочка. Неправильно. Ча-ча-ча в красной шапочке. Я. Ви. Ча-ча-ча в красной шапочке? Нет, красная шапочка. Верно. Я собирался сказать девушка из спичек. Спичка. Девочка-спичка. Маленькая спичка. Игра викторина, чтобы дать BTS больше закусок. Если вы что-нибудь скажете, мы дадим вам закуски. Теперь вы разделены на 2 команды. 2 команды? Рассказчики и художники, которые будут рисовать по сюжету. Вам нужны писатели и иллюстраторы? Да. JK, писатель. 2 команды по 3 человека. 3 на 3. Окей. Тогда что делает один? Простите? Тот, кто остался в стороне. Это Шуга. У нас всего 6 человек. 6 человек. Джей-Хоп, ты скучал по мне? Есть кто-то по имени Шуга? А, действительно, в BTS же 7 участников. Хорошо. Чимин и Чунгук — лучшие иллюстраторы. Конечно. А как насчет игры ладонью вверх, ладонью вниз? Давайте сделаем это. Окей, по порядку. Это просто похоже на BTS в BTS. Ладонь вверх, ладонь вниз. Вверх-вниз. Решено сразу. Джин, иди сюда. Окей, привет. 3G. Нет, не 3G. Джин, Джей-Хоп и Чунгук. 3 на 3. Окей. Итак, команды. RM, Чимин, Ви, Джин, Джей-Хоп, Чунгук. Материалы для иллюстрации. Какую сказку напишут BTS? Сюжет я уже сделал. Думаю, мы сможем положиться на вас в отношении истории. Сценарист Джин. Название — «Арбузный бассейн». И Чунгук проиллюстрирует. Эй, я отвечу за кондиционирование. Я сделаю из этого рассказ. Есть материалы для рисования. Да, пожалуйста, укрась рисунок. Воспользуемся историей Тэхёна. Я нарисовал дерево. О, отлично. Чунгук интересуется историей. Это главный герой? Да, он главный герой. Однажды этот друг обнаружил, что у него только 1 прядь волос. У других друзей густые волосы. Но у него всего 1 прядь. Он отправился в путешествие, искать свои волосы. В пути он встречает обезьяну и волосатого тигра, и призрака с длинными волосами. Он много кого встречает, но он понимает, что это волосы других людей, не его. В заключении он узнает, что у него самое дорогое — его собственная прядь волос. О, мне это нравится. Подожди. Это странная сказка, но в результате волосы... Не принимайте то, что у вас есть, как должное. Не ищите чего-то далеко. Урок этой истории заключается в том, что нам нужно ценить то, что у нас есть сейчас. Окей. О боже, это хорошо. Это должна быть сказка для детей. Верно. Детям нужно это легко воспринять. Это должно заканчиваться счастливо. Чего они хотят? Нужно что-то, чего хотят дети. Им нравятся забавные вещи. Тэхён, у тебя есть идеи? Да. Что это? Это название. Маленький джентльмен Пу-Ой. Маленький джентльмен Пу-Ой? Да. О чем это? Этот маленький джентльмен однажды посетил это ателье. Портной — это старый джентльмен. Его бизнес шел хорошо, но старый портной заболел. Он больше не мог управлять ателье. Нет такого человека, который сможет управлять магазином. Итак, пока портной болеет, Пу-Ох планирует запустить его ателье. Он носит одежду портного, встает на высокий стул, делает всякие
всякие такие вещи за портного, который болеет. Да. Так, и чем это закончится? Какой вывод? Он зарабатывает много денег. На медицинские расходы. Он зарабатывает много денег, портной снова поправляется. Разве это тронет сердце читателей? Этот мальчик покупает лекарства для портного, и портной становится здоровым, и они начинают работать вместе. Они увеличивают продажи и прибыль. Режиссер, я хочу заниматься этим индивидуально. Я не могу согласиться с этой историей. Я просто сказал, думаю, я понимаю, что вы имеете в виду. Ви разочарован. Директор, я хочу сделать это индивидуально. Подожди, что нам делать? Хорошо. Составим рассказ индивидуально. А мы можем выбрать? Давайте сделаем это. Что-нибудь о детской невинности. Конечно. Это как игровой автомат. Нажми на кнопочку, и он тебе выдаст новый сюжет. Дайте мне слово. Я сам придумаю рассказ. Окей. Юху. Что? Юху. Давным-давно этот человек отправился в поход на гору. На вершине этой горы. Этот парень крикнул «Юху!», но его крик разрушил там целую деревню. Итак, люди в этом селе подошли, чтобы найти его. Они обвинили путешественника. Затем они начали работать вместе, чтобы снова построить деревню. Что вы думаете насчет этого? Это бессмысленно. Кричать «Юху!». Большинство детских рассказов такие. Верно. Сделай еще одно с хот-догом. Хот-дог. Хот-дог. Это должно быть просто. Давным-давно у этого парня был хот-дог. Этот хот-дог отправляется в путешествие через органы мальчика. Хот-дог начинает писать о своей поездке. Хоп смеется. Чем это закончится? Мне так любопытно. В конце концов, он такой креативный. В конце концов, он выходит в виде какашек. Становится хорошим питанием для растений. Это удивительно. Знаете такое? Что, простите? Это не просто помет. А что? Хот-дог стал навозом. А что насчет Альпаго? Бедный ребенок. На самом деле, он может чувствовать эмоции. Люди об этом ничего не знают. Итак, Альпаго делает то, что люди говорят ему делать. Это весело. Альпаго любит людей, но он начинает терять эмоции. О, ты такой классный сегодня. Он великолепен. Как мы можем описать Альпаго? Он рожден с эмоциями и чувствами, однако ему приходится делать то, что люди заказывают неоднократно. Итак, мы можем объяснить, как он теряет эмоции в сказке. И в заключение он играет с другим мальчиком. Это так трогательно. О, это креативно. Он такой классный. Он так быстро черпает идеи. Это сложно. Ты думаешь о глубокой истории. Верно, я склонен углубляться. Это правда. Тебе следует написать роман, не сказку. Какое название? Любопытно. Ложка сердца? А мне нравится название «Ложка сердца». Это так мило. Тогда я назову свой 2 ложки сахара. Составь рассказ о 3 ложках. Мы объединим их вместе. Дайте мне минутку. Позвольте мне закончить свой рассказ. А мы будем делать их индивидуально. Это так внезапно. Эй, подумай об этом. Что тебя больше всего в детстве расстраивало? То, что есть у других, а у меня нет. Как гадкий утенок. Я дружески ударил своего младшего брата, потому что он меня раздражал. Правдивая история Чимина. Но он сделал вид, что я ударил его безо всякой причины. Он так притворился, и так мама меня отругала. Меня это бесило. Как ты думаешь, существует хорошая ложь? Как насчет этого? Облако воин земли. Что это? Люди не знали, но облако защищало землю. Как оно ее защищало? Итак, солнышко было жаркое. Оно делало тень? Да, оно защищало от солнца. Облако регулирует температуру. Облако дает дождь. Люди не знали и ненавидели облако. Темно и пасмурно. Идет дождь. Итак, однажды все облака рассеялись. Облако разочаровалось в людях. Начинается засуха. Люди начинают страдать от теплового удара. На этом и закончим. Готово. Пойдем с этим. Напишем дневник путешествия хот-дога? Нет, что ты хочешь делать? Простая иллюстрация? Что будет легко нарисовать? Дневник хот-дога? Это будет легко. Но я должен нарисовать органы. Нет, рисовать не нужно. Ты можешь просто нарисовать форму человеческого тела. Если это желудок, вы можете раскрасить его в красный цвет или нарисовать внутри хот-дог. Вы можете окрасить кишечник в коричневый цвет. Он выйдет из тела. Тогда чем это станет? Деревом для хот-догов? Это уже и так впечатляет. Если подумать об истории, это действительно... Персонаж очень милый. Это впечатляет. Хорошо, тогда давайте пересмотрим историю. Он родился только с этими волосами.
Благодаря развитию науки, люди могут сажать волосы на голове любого типа. Значит, он попробует то, что ему нравится. Он примеряет перья и смотрит в зеркало. Верно. Вот так. И он их срывает. Единственная прядь волос исчезает. Такой бобовый стебель. В этом нет смысла. А давайте сделаем это. Как ты думаешь? Джек и бобовый стебель. Тебе это нравится? Нет. Слушай, какой из них симпатичнее? Честно говоря, мальчик мне очень нравится. Хорошо. Название – волосы. Прядь волос. А что насчет прядь волос? Да, точно. Или нет? Я думаю, что это хорошо. Да, нормальное название. Как вы думаете? Ты сделаешь это? Я считаю, что история вашей команды очень хорошая. Тэхён, у нас тоже есть идея. Давайте вместе прочитаем две истории и выберем одну, которая лучше. Речь идет о собственном друге. Главная героиня — фея. Фея живет во Вселенной, а не на Земле. Она живет на этой маленькой звезде, далеко. У нее нет друга, она живет одна. Это маленький принц. Очень похоже на это. Эта фея обладает магической силой. Она может оживлять безжизненные вещи. Она может оживить что угодно, и оно будет двигаться как живое существо. Так что она многое воплощает в жизнь. Но им не хватает одного — эмоций. С ними играть феям неинтересно. Мы тусуемся вместе, но я единственный, кто счастлив. Она задает этот вопрос. Итак, фея понимает, что им не хватает. Она решила создать им сердца. Она добавляет ложку своего сердца. Черно-белый мальчик получает цвет. Он становится ее другом, как семья. Верно. Я думаю, это урок. Относитесь к людям с искренним сердцем. А как насчет Клауда, воина земли, облака? Да, а что ты будешь делать? Сделаем рассказ об облаке. Ты с этим согласен? Но ты можешь создать свое собственное сочинение, потому что это слишком жалко выбрасывать. Это очень хорошая история, пусть она будет как бонусная. Но ты можешь сделать презентацию самостоятельно. История классная. Какого цвета будут его волосы? А как насчет синего, вдохновленного цветом волос Чунгука? Синий? Верно. Такие же пряди, как у Чунгука. Иллюстратор Гук начинает рисовать. Нам тоже нужно написать рассказ. Подождите. Прядь. Это история из давней давности. С этого начинается каждая сказка. Давным-давно, но вам нужно ее нарисовать, прочитав всю историю. Это обложка. Тебе нужно думать как ребенок, понятно? Не усложняй. Окей. Это будет похоже на сказку. Художник Чимин начал рисовать. Ви усердно работает в одиночестве. И я это почувствовал. Я думаю о том, чтобы стать детским писателем. Кто смеется? Верно. Думаю, двое засмеялись. Кто смеялся? Пожалуйста, посмейтесь еще раз. Ви старательно пишет свою историю. Все заняты. Один человек выглядит расслабленным. Напиши: «Жило однажды облако». 28 лет, возраст, полный любопытства. Что это? Материалы для украшения книги. О, прядь волос. Отлично. 3D. Это мило. Хорошая работа, Джей Хоуп. Как дела? Ты пришел, чтобы посмотреть, что здесь происходит? Что ты делаешь? Ребята, вы пишете две истории? Я работаю над своей. Действительно? Да, исходя из моей идеи. Ух ты, это круто. Мне нечего делать. Что мне делать? Тогда присоединяйся ко мне, Джей Хоуп. О, внезапно. Присоединяйся ко мне в моей команде. Это неожиданно. Будь моим помощником. Сядь здесь. И здесь можно рисовать, основываясь на моем рассказе. Ты можешь внести свой вклад в мою историю. Пожалуйста, нарисуй мне эти вещи. Хочешь, чтобы я нарисовал? Да. Подойди ко мне. А как вы думаете, могу я? Джей Хоуп, это неожиданно. Джин будет разочарован, если Джей Хоуп уйдет. Оставь здесь свое имя как писателя. И ты здесь сделаешь что-нибудь настоящее. Могу ли я сделать это? Пойди сюда. Ой. Джей Хоуп говорит, что все в порядке. Хорошо, окей. Я приду к тебе. Но я не умею рисовать. Ви двигается со своим столом. Ты хочешь, чтобы я нарисовал? Думаю, твой рисунок будет лучше. Объясняет историю.
Затем им нужна была ложка сердца. Ложка сердца? Да, ложка сердца. Ой, это прикольно. Можешь это нарисовать для меня? Подожди, как я могу нарисовать? Мне нужно что-нибудь. Жила эта маленькая фея, обладающая магической силой. Так и должно быть. Окей. Мне это нравится. Переделай здесь. Да, мне это нравится, слушай. Тогда мы можем нарисовать космос и звезды. Окей. Это первая иллюстрация. Бессмысленная градация. Это не соответствует истории. Однажды было солнечно, на днях было дождливо и ветрено. Такая сцена. Чонгук хорош в этом. Я хочу, чтобы он нарисовал это место для меня. Самый младший участник занят. Джин написал черновик на своем телефоне и копирует его на бумагу. Чонгук, дай мне третью страницу. О, Джин, ты уже на третьей странице? Я написал всего 2 строчки. Как мне это использовать, Чонгук? Руками растереть? Да, потри руками. О, правда? Я впервые использую эту вещь. Все, у вас остался час. Мы должны... В самом деле? Прочтите ее. Что мне делать? Подождите. Мы сегодня пойдем домой? Впереди долгий путь. Я помогу тебе, когда закончу писать это. Как насчет феи, сидящей здесь вот так? Писатель Ви полон идей. Как мне нарисовать сидящую фею? Ты слишком много требуешь от меня. А Рэм в агонии. Он не мог сказать ни слова. А теперь должны появиться другие, хотя это уже слишком безумно. Страстный Чимин. Что бы ни получилось, теперь это превратилось в каракули. Бормочет. А рисовать сложно. Обычно на создание сборника рассказов уходит неделя и месяцы. Мы делаем это за 2 часа. Вот почему это сложно. Даже если это сложно, BTS много работает. Жила юная фея, обладающая магической силой. Да. Там жил... Жила детская фея. Конец. Это конец. История началась и закончилась. Это конец истории. Молодец, Чонгук. Окей. Сценаристы как-нибудь это изменят. Мы закончили. Чонгук, мы смогли его закончить. Я уважаю всех художников. И я устал. Чонгук, хорошая работа. Это обложка? Мне это нравится. Рассказывание истории очень важно. Окей. Сделаем ли мы это по одному? Мы можем каждый рассказывать по одной странице. Сладкий голос мальчика с единственной прядью волос. Волк, могу ли я одолжить твои волосы? Да ладно. Следующая страница. Смотри, Чонгук, смотри. Идя по дороге, он встретил сосну. Сосна. Добавь звуковой эффект. Что ты думаешь, Чонгук? Сосна. Хорошо? Правда? Нет, Чонгук, нам нужны эти эффекты. Хорошо. Все. Да, вы готовы? Да, я думаю так. А Рэм и Чимин начинают первыми. Хорошо, давай сделаем это первыми. Облако, воин земли. Кандидат номер 1. Облако, воин земли. Кандидат номер 2. Облако, воин земли. Разве ты не должен делать вот так? Песня, которую все слушали каждое утро. Облако, воин земли. Это полноцветный сборник рассказов. Это цветная книга. В земной деревне жил Клауд. Было солнечно, потом дождливо. Было тепло, а потом холодно. Жители деревни не хотели никаких изменений в своей жизни. Извините, мы сейчас вообще-то это записываем. Ой, извини, я не знал. Моя глотка. Я думал, ты высказал это на предмет звукового эффекта. Это нелегко. Однажды кто-то крикнул. Облако закрыло солнце. И так холодно и темно стало. И очень дождливо. Все это из-за облака. Без облака все были бы счастливы. Это похоже на «Попробуй не смеяться». Облако Клауд стал грустным, услышав жалобы жителей села. Все будут счастливы, если я исчезну. Смущенное облако спряталось за солнцем. Пшук. И вдруг пропали все цвета. Вдруг появляется человек из «Один дома». Теперь жители села счастливы. И больше не холодно, больше не идет дождь. Ха-ха-ха. Но ночь в село так и не пришла. Люди не смогли уснуть. В селе было слишком жарко, и пить воду нельзя, потому что не было дождя. Жители деревни хотели вернуть облако. Плачет. Разве это не так?
Однажды крикнула девушка. Облако, мы приносим свои извинения. Вернись. Облако, любившее детей, вернулось в деревню. В селе снова полил дождь, и наступила ночь. Жители снова были счастливы. Это мальчик из одной ниточки? Одна прядь волос. Да, это из этой сказки. Мы вернулись с цветами. Вывод. Облако был воином деревенской земли. Внезапно Чимин взволнован. Последняя часть. Скажем, облако, воин земли. Конец. Облако, воин земли. Конец. Это была отличная история. Это была хорошая история. Мне понравилось. Как-то удалось ее доделать. Честно. Моя правая рука онемела. Итак, нам пришлось сократить рассказ. Верно, мы сократили рассказ. Нам удалось создать длинную историю. Мы сделали обложку. Отличная обложка. Это действительно похоже на настоящий комикс. Смотрите. Написано Джином, нарисовано Чунгуком. Итак, детские истории. Вот так. Джин тоже находит это забавным. Одна нить. Одна прядь. Чунгук, ты можешь читать только заголовок? Давным-давно жил мальчик с единственной прядью волос. Ой, извини. Он сделал это специально. Он много перебивает. В эту книгу вошла небольшая часть моей души. Ладно. Ви обнял Чунгука. Он посмотрел в зеркало и задумался. Почему у него цвет волос, как у других животных? Очень грустно. Мне уже грустно. Думаю, эта история будет грустной. Мальчик решил отправиться в путешествие. Найти волосы, которые ему подходят. Одна прядь волос на картинке такая эффектная. По дороге он встретил волка. Волк, могу я одолжить у тебя мех? Хорошо, мальчик. Так мило. Игра, попробуй не засмеяться. Не смейтесь. Окей. Но волчий мех... Он был слишком грубым и плохо смотрелся на голове мальчика. Мальчик решил найти другой мех. По дороге он встретил гуся. Он решил одолжить гусиный мех. Гусь. Кря-кря-кря. Но гусиный мех был слишком теплым, и мальчик вспотел. Мальчик решил отказаться от гусиных перьев. Рисунок потрясающий. По дороге он встретил сосну. Сосна. Звуковой эффект ветра. Мальчик положил на голову веточку сосны. Но мальчик не мог заниматься фотосинтезом. И сосна на его голове умерла. А Рэм грустит. Мальчику было грустно, потому что он не мог подобрать для себя подходящую прическу. И так он и вернулся, чувствуя себя опустошенным. Когда он вернулся домой, он посмотрел в зеркало. Но в отличие от других мехов, у мальчика была единственная прядь волос, которая на нем идеально смотрелась. И единственная прядь волос... Одна прядь волос. Вы вносите исправление? Да, одна прядь волос. Эта прядь волос... Они увеличили волосы. Мальчик обрел уверенность. Он решил полюбить свою единственную прядь волос, которая ему идеально подходит. Мальчик жил долго и счастливо, заботясь о своих волосах. Аплодисменты. Мы также должны сказать, одна прядь волос, конец. 1, 2, 3. Одна ниточка. Конец. За этой историей стоит урок. Какой урок? Какой? Тебе нужно любить то, что у тебя есть. Джей-Хоуп, почему ты их поддерживаешь? Тебе следует любить то, что у тебя есть. Нет, конечно, мне нравится и твоя история тоже. Рисунок был таким красивым. Мы начинаем. Не могу дождаться, чтобы услышать вашу историю. Это команда, за которую я болею больше всего. Вперед, мой друг. Вы должны слушать, представляя рисунок. А что, у вас нет рисунка? Закрой глаза и представь. У нас есть только обложка. Нет рисунка? Хорошо, мы представим, увидев обложку. Он сказал, что есть обложка. Покажи ее. Давай, начали. Я же говорил тебе, что обложки нет. Скажи им название. Название «Ложка сердца». Ложка сердца. Вот так это выглядит. Почему ты смеешься? Все смеются. Мы отлично справились. Да, ты отлично справился, окей. Они все вложили в эту обложку. А теперь представьте с закрытыми глазами.
Окей, закроем все глаза. В огромной вселенной была маленькая звезда. Ви читает свой рассказ стоя. На звезде жила юная фея по имени Пиу-Пиу. А вы можете читать громче? Я тебя не слышу. Жила юная фея по имени Пиу-Пиу. А ты можешь погромче читать, пожалуйста? Пиу-Пиу обладает магической силой создавать новые живые существа. Джей-Хоп создает звуковые эффекты. Что не так с этим лицом? Невозможно сдержать смех. Это фея, но ее зовут Пиу-Пиу. Мне нужно сделать жизнь, чтобы сделать эту звезду лучше. Голос Пиу-Пиу изменился. Хорошо, давай сделаем это. Пиу-Пиу начала воплощать вещи в жизнь. Я писал с этой части. Пиу-Пиу началась. С этой части? Да? Хорошо, все. Привет. Вы должны сказать Пиу-Пиу. Ты должен сделать вот так. Привет. Я Пиу-Пиу. Автор оригинала не может перестать смеяться. Пиу-Пиу назвала имя этого существа, но оно так и не ответило. Что это? Ты написал это. Пиу-Пиу было грустно. И все же Пиу-Пиу не сдавалась. Пиу-Пиу начала думать, чего же не хватает ее существам. Что им еще нужно? В чем проблема? Скажите, что еще? Что я могу дать вам? Пиу-Пиу назвала свое существо Поу. Привет, Поу. Я Пиу-Пиу. Но он не ответил. Пиу-Пиу подумала, что ему что-то нужно еще. Могу я отдать тебе одежду? Итак, Пиу-Пиу сшила одежду и надела его на Поу. Привет, Поу. Ты отлично выглядишь. Однако Поу не ответил. Пиу-Пиу стало грустно, и она заплакала. Стоит ли начать в таком же тоне? Нет. Почему Поу не отвечает? Когда упала слеза, Пиу-Пиу. Ростки выросли из земли. Пиу-Пиу кое-что поняла. Самое главное было сердце. Пиу-Пиу начала делать друга с нуля. Все сначала. Она стала делать все сначала. Пиу-Пиу приложила много усилий на каждой детали своего друга. Она песни напевала. И она улыбалась, делая «Поу-поу». Готово. Я Пиу-Пиу. Привет, приятно познакомиться. Наконец-то Пиу-Пиу удалось найти друга, и она начала танцевать. Пиу-Пиу и Поу стали близкими друзьями. Они начали превращать звезду в красивую-красивую звезду. Конец. Актер озвучки отлично поработал. Давайте сделаем это вместе. Раз, два, три. Ложка сердца. Это оно. Ложка сердца. Ты должен сказать это голосом Пиу-Пиу. Окей, раз, два, три. Ложка сердца. Рассказ истории подошел к концу. Верно, я хочу подарить ложку своего сердца. Я удовлетворен, это идеально. Хорошо сделано, молодец. Если это хорошо отредактировать, это могло бы быть хорошей историей. Я хотел писать глазами маленького ребенка. Конечно, Ви написал большую часть истории. Он дал много идей. Верно, это было так мило. Это напомнило мне мое детство. Чонгук что-то рисует. Вот эта версия Пиу-Пиу. Это Пиу-Пиу? Да, это Пиу-Пиу. Давайте сделаем это на том, что мы можем использовать. Этот друг начинает разбивать детские сердца. Это скорее походит на персонаж Поу. Но он еще не дорисован. Пожалуйста, примите участие и покажите свою поддержку. О, давайте устроим конкурс. Конкурс рисунка Пиу-Пиу. Мы думаем, что все три истории очень хорошие. Мы тоже? Да. Действительно? Будь уверен, Чимин. Мне твоя история очень понравилась. Облако, воин земли. Вперед! Давай, Клауд. Давайте сделаем это. Шуги здесь нет. А как насчет того, чтобы он читал эти истории по радио? Шуга их прочтет? На Вилай? Или Шуга может писать отчеты о книгах? О, точно, рецензии. Поскольку он остается дома. Да, на 8 листах бумаги формата А4. Можете ли вы получить согласие от Шуги? Сейчас позвоним. Это моя специальность. Чимин, давай позвони ему. Он сказал, что хочет поработать. Привет. Привет, старший брат. Как дела? Мы снимаем Run BTS. Я так и думал. Мы сделали 3 детские сказки. Сказки? Да.
И ты получил такое наказание, что будешь писать рецензии на книжки, на все эти 3 истории. Ну хорошо, я могу. Но это не похоже на 1-2 строчки в каждом рассказе. Тебе нужно заполнить половину листа формата А4. Ладно. А тебе также нужно прочитать эту историю своим голосом. Хорошо, я все сделаю. О, круто, Шуга. Помогите ему всем. Хорошо. Тогда почему ты так поражен этим? А, потому что это то, что нам нужно. Он сказал да. Все, заканчивай разговор. Я понимаю. Ладно, до свидания. Окей. Он сделает это. Он сказал да. С нетерпением жду рецензий на книги от Шуги. Давайте кричать Run BTS голосом Пиу-Пиу. Run BTS будет продолжаться. Run BTS. Мой голос звучит хрипло. Спасибо. Run BTS. Сказки. Сейчас я буду читать сказки, написанные участниками. Я собираюсь их прочитать. Облако, воин земли. Автор Арем. Иллюстрировано Чимином. Жил Клауд в земной деревне. Было солнечно, потом дождливо. Было тепло, потом холодно. Жители села не хотели никаких изменений в своей жизни. В мирный день кто-то крикнул. Облако заслонило солнце, поэтому стало холодно и темно. Все это из-за облака. Без облака были бы все счастливы. Клауд стал грустным, услышав жалобы жителей села. Все будут счастливы, если я исчезну. Смущенный Клауд спрятался за солнцем. Теперь жители села счастливы. Уже не холодно, нет дождя. Однако ночь в село так и не пришла. Люди не могли уснуть. В селе было слишком жарко, воду нельзя было добыть, потому что не было дождя. Жители деревни хотели вернуть облако. Однажды крикнула девушка. «Облако, сожалеем, вернись!» В село вернулся Клауд, полюбивший детей. В селе снова наступила ночь и пошел дождь. Жители снова были счастливы. Клауд стал воином деревенской земли. Облако, воин земли. Конец. Одна прядь. Написано Джином, иллюстрировано Чонгуком. Давным-давно жил мальчик с единственной прядью волос. Он посмотрел в зеркало и задумался, почему у него нет волос, в отличие от других людей и животных. Мальчик решил отправиться в путешествие, чтобы найти волосы, которые ему подходят. По дороге он встретил волка. «Волк, могу я одолжить твой мех?» «Хорошо, мальчик». Но шерсть волка была слишком грубой и плохо смотрелась на голове мальчика. Мальчик решил найти другой мех. По дороге он встретил гуся. Но гусиные перья оказались слишком теплыми, и мальчик вспотел. Мальчик сдался. По дороге он встретил сосну. Мальчик положил иголки сосны себе на голову, но из-за того, что он не мог заниматься фотосинтезом, сосна на его голове умерла. Мальчику было грустно, потому что он не смог подобрать для себя хорошую прическу. И так он вернулся, чувствуя себя опустошенным. Когда он вернулся домой, он посмотрел в зеркало. У мальчика была единственная прядь волос, которая идеально смотрелась на нем, в отличие от других мехов. Мальчик обрел уверенность. Он решил полюбить свою единственную прядь волос, которая ему идеально подходит. Мальчик жил долго и счастливо, заботясь о своих волосах. Одна прядь. Конец. Ложка сердца. Написано Ви, иллюстрировано Джей Хоупом. В огромной вселенной была маленькая звезда. На звезде жила юная фея по имени Пиу-Пиу. Пиу-Пиу обладала магической силой создавать новые живые существа. Как звезда, рядом со мной мне нужно сделать жизнь, чтобы сделать эту звезду лучше. Хорошо, давай сделаем это. Пиу-Пиу начала воплощать вещи в жизнь. Хорошо, все готово. Привет, я Пиу-Пиу. Пиу-Пиу назвал имя этого существа, но оно так и не ответило. Тем не менее, Пиу-Пиу не сдавалась. Пиу-Пиу начала думать, что же им еще не хватает, что им еще нужно, чем я могу им помочь. Что я еще могу дать им? Имя? Пиу-Пиу дала имя Поу.
Привет, Поу. Я Пиу-Пиу. Но он не ответил. Пиу-Пиу думала, что же нужно еще. Могу я дать тебе одежду? Итак, Пиу-Пиу сшила одежду и надела его на Поу. Привет, Поу, ты отлично выглядишь. Однако Поу не ответил. Пиу-Пиу стало грустно, и она заплакала. Почему Поу не отвечает? Тогда упали слезы Пиу-Пиу, и из земли выросли ростки. Пиу-Пиу кое-что поняла. Самое главное было сердце. Пиу-Пиу начала делать друга с нуля. Пиу-Пиу вложила столько усилий в каждую деталь своего друга. Она напевала песни и улыбалась, делая Пиу-Пиу. Она напевала песни и улыбалась. Готово. Поу. Я Пиу-Пиу. Наконец-то, Пиу-Пиу удалось найти друга, и она могла начать танцевать. Пиу-Пиу и Поу стали близкими друзьями. Они начали превращать звезду в красивую-красивую звезду. Ложка сердца. Конец. Они потрясающие, это так круто. Что больше всего понравилось Шуге? Как детская сказка, думаю, одна прядь волос похожа на черную комедию. Ложка сердца — это очень мило. Отличная работа, ребята. Давайте сосредоточимся на музыке, не на детских сказках. 6 участников, написавших отличные истории. И Шуга, который прочитал их рассказы. Ран, BTS.